Всем привет! Сегодня будем разбирать вот такой вот узор. Значит, это фантазийный узор, потому что он, из него изделия, конечно, не свяжешь полностью целиком, но для обработки, как кайма для юбки, допустим, для кардигана. Хотя можно и попробовать, в принципе, связать топ летний из него. Вяжется он просто. Всего в раппорте идет 11 петель. В высоту раппорт на 10 рядов. Вяжется он довольно-таки просто, но один ряд там есть сложность. Сейчас покажу. Значит, к нему идет такая схема. В схеме указаны все ряды, и лицевые, и изнаночные. Приступим. Я набрала 2 раппорта, 26 петель. Значит, для симметричности набрала еще 2 изнаночные в конце и 2 кромочные. Значит, первая петля, первый ряд, 2 первую снимаем кромочную, затем 2 изнаночные, провязываем 9 лицевых, так, раз, два, три, 4, еще одну 9, затем 2 изнаночных, затем опять 9 лицевых, так, раз, два, три, 4, 9 и 2 изнаночных. Последняя петля изнаночная, кромочная. Значит, этот ряд вяжется второй. Получается, первую петлю снимаем, затем 2 лицевых. И здесь нужно все 9 петель провязать одной петлей изнаночной. Так как их очень много, и, допустим, есть новички, тяжело вязать эти 9 петель, я взяла крючок. Сперва надо сделать накид. Идет первый. Затем 9 петель. Продеваем в них крючок. Застрял. Так, 9 петель я подобрала и крючком поддеваем. Вот. Так, петлю. Снимаем 9 петель и одеваем петлю, затягиваем ее немножко. Вот, получилось. Значит, накид, 2 лицевых, следующие 9 петель делаем накид, затем продеваем крючок через 9 петель, надо перекинуть сюда. У нас же изнаночная петля, значит, она должна быть впереди узора. Продеваем все петли на крючок. Так, еще одну. Крючок наматываем нить и протягиваем через все 9 петель.
Вот. Продеваем. И снимаем все петли. Немножечко затягиваем. Накид. Накид. И 2 лицевых петли. Последняя изнаночная кромочная. Следующий ряд у нас лицевой. Здесь получается первую петлю снимаем, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных и кромочная изнаночная. Такой получается. Следующий изнаночный ряд вяжем 2 лицевых, затем над узором на 3 изнаночных первую петлю изнаночный, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевых, следующая изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевых, последняя кромочная, изнаночная. Лицевой ряд 5. Первую петлю снимаем, затем 2 изнаночных, все петли провязываем лицевыми, 5 петель, следующие 2 изнаночных, 5 петель лицевых, 2 изнаночных и кромочная изнаночная. Шестой ряд изнаночный. Первую петлю снимаем, 2 лицевых, затем изнаночная петля, накид, изнаночная петля, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид. Получается 4 накида у нас между изнаночными петлями. Мы как бы убрали все 9 петель, теперь их прибавляем накидами. Следующая изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевых и последняя кромочная изнанкой. Седьмой ряд. Вяжется, первую снимаем, 2 изнаночных и 9 петель лицевых. Две изнаночных, 9 петель лицевых, 2 изнаночных и кромочная изнаночной петлей. Следующий ряд вяжем по узору. Первую снимаем, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых и кромочная, последняя изнаночная. Девятый ряд. Первую снимаем, 2 изнаночных, 9 лицевых, 2 изнаночных, 9 лицевых
И последний ряд по узору 10. Первую снимаем, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых, 2 лицевых и последняя изнаночная кромочная петля. Вот такой вот получается узор. Видите, даже низ выходит ажурный. Есть еще такой момент, что сам узор, он очень собирается. Если вы будете вязать изделия, то вы это учитываете. Лучше измерять по лицевой глади, и тогда лучше больше на 1-2 раппорта связать оборку, которую вы собираетесь делать, либо если вы собираетесь полностью изделие вязать, тогда считайте уже по самому узору. Если же вы будете основной узор делать, вернее, основное изделие делать лицевой гладью, тогда лучше по лицевой глади считать петли. Вот, потому что, видите, он идет, дает такую, расширяется. Здесь он собирается сильно. Вяжите, пробуйте, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если понравилось видео, ставьте лайк. Спасибо.